Добро пожаловать в страну, которую называют большим швейным цехом. Добро пожаловать в Бангладеш. Водитель рикши повернулся и посмотрел на меня так после этих слов. Бывает. Не каждый день увидишь здесь иностранца. Ну а мы направляемся в то место, которое я обещал сам себе посетить повторно. Я хочу увидеть реку, которую я видел без воды. Реку из мусора. Вот сейчас сезон дождей. И есть такой момент, что этого мусора, может, я уже и не увижу. Вполне вероятно, что вода его унесла. Но это не точно. 20 минут льет, 30 минут испаряется. Такая погода, сезон дождей. Душновато. Big fish? Большие рыбы дядька чистил. Килограмма на 3,5-4. Что-то похожее на сазан и толстолобик вместе. Здесь скрещивают все. Когда смотришь ролики, фото про Бангладеш, очень часто попадается дядька с большой такой корзиной на голове. И в ней сидят живые утки. Я видел такого дядьку, но мы ехали на автобусе. Я не мог остановиться. Обычно я такие моменты не пропускаю, но это не получилось. Они есть, но эти моменты нужно ловить. Ну что ж ты делаешь, Тойота? Зачем ты нас зажимаешь? Новенький Prius. Так как часто здесь потеешь, моешься, я заметил, что в меня впитался какой-то запах. И он не выветривается даже после применения дезиков. Я не понимаю, как будто это обезьяна разложилась где-то, и вот меня обмазали этой тушкой. Такой очень неприятно. Но это уже второй раз у меня после посещения Бангладеша. В тот раз все пропало. Дальше велорикша не едет, потому что здесь уже большая дорога. Здесь только мото, автобусы и машины. Ну и пешие по бордюрам. А еще я заметил, что в Бангладеше очень редко кто имеет пачку сигарет. Здесь все, чтобы покурить, останавливаются возле специальных людей, которые продают там все по мелочам. Купил одну сигаретку, покурил и все. Вот он со мной целый день находится, он курящий. За день он 5 раз курит, по одной штучке покупает. Я его спросил, тебе это удобно? Он говорит, да. И каждый раз получается, что куришь разные сигареты. Потому что не всегда бывают те, которые ты курил раньше. Самое опасное — это переходить дорогу в Бангладеше. Слоники. Плотный трафик. Вы даже себе представить не можете, что здесь происходит на мусульманские праздники. Плотнее только молекулы воды в стакане. Я часто себя ловлю на мысли, что в таких странах под вечер у меня начинается депрессняк. Не знаю почему, чем-то, то есть прожитый тяжелый день или увиденное, или, ну неважно, не суть. Утром просыпаюсь, иду с отличным настроением и думаю, ну все-таки круто. И вот так каждый день. Я думаю, у многих такое бывает. Вот так вот выглядит среднестатистическое
улица. В принципе, не на окраине города. Везде мусор и пахнет. Пахнет протухшим мусором. Такой запах чего-то разложившегося. И для людей это норма. Оттолкнул ногой и пошел дальше. Если мешает тебе мусор. Проблема решается так. Продолжаем искать рикшу, которая нас отвезет. Вторая рикша на сегодня. Ну, в день меняем их около 10. Пешком очень далековато идти. Даже для мест. Ратан де панде. Поет у нас водитель. Одновременно какую-то песню. Вот так вот выглядит кладбище. Первый раз, когда я увидел, я сначала подумал, что это какой-то парк. Ну, выращивают растения с наименованиями. А потом понял, что это место, где хоронят людей. Потому что была какая-то похоронная процессия. В принципе, вон она вдали есть. Кого-то хоронят. Аккуратненько все. Ничто не выдает эту местность за кладбище. 3 человека хоронят одновременно в этой части кладбища. Оно, оказывается, большое. Кто-то, вот я смотрю, просто приходит помолиться к родственнику. С этой стороны тоже какие-то могилки, но они очень интересно расположены. Ну, видно, старое кладбище. «300 метров назад была мечеть. Вот еще одна мечеть. Очень часто встречаются, потому что большая плотность населения. Людям нужно идти куда-то молиться. И мечети постоянно полные. У людей завтрак. Это уже 3-я. Здесь даже, мне кажется, каждые 100 метров они стоят. মানিক ভাইয়ের পক্ষ থেকে জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Кто-то наехал на младшего брата. Идут поговорить. Мы сейчас передвигаемся по улочкам Старой Даки. Такая поездка нам стоила на велосипеде 20 минут
двоих 70, так, это где-то 60 рублей, 50 можно. Так, ну здесь что у нас? Здесь у нас, как обычно, мост и тухлая река. Здесь прямо она затухает, видно. Сколько сил надо и мощностей, чтобы очистить реки Бангладеша. Мы не можем продолжать движение, потому что нужно выпить чай. Чайна-таун. Ну, обычная забегаловка придорожная. Блин, сейчас опустил вниз глаза, а сидит дядька, и я сразу такой на свои ноги посмотрел. Весь в мухах. Все ноги в мухах просто. Самое интересное, что на меня мухи не садятся. Это уже хорошо. Нечего есть на мне. Завтрак на 10 тако. Мост любви. $15 рублей стоит 2 чая. Ну, чай маленький, конечно. И какие-то 2 печеньки есть. Я сейчас перевел, было интересно. Онлайн-курс. Мне очень интересно, куда смотрит Greenpeace, куда смотрят международные организации. Ты знаешь, что в этой стране ситуация катастрофическая. И под угрозой близлежащие страны, да и весь мир. На этот пруд страшно смотреть. Спускаться мы к нему не будем. Я вам так скажу, он черный. Сверху, внутри. Не темный, а именно черного цвета вода. Со дна поднимаются мелкие пузырики. Живности нет. Один островок водорослей только. Здесь просто нужно ехать молча и смотреть. Я так понимаю, это старый мост, он уже весь. Hello, from Russia. Russia? Thank you. Он уже прогнил. Тут прям видно ржа. По нему опасно передвигаться. Ну, только если пешим. Я не могу понять, как это растение вообще может выживать в этой воде. Это единственное растение, которое очень часто встречается в Бангладеше. В реках, в болотах. Ну там в болоте что-то шевелится. Рыба-мутант. В данном случае природа борется с человеком, как может. Но у нее это не получается. Здесь вот иммунка у людей, конечно, бешеная. Инфекция на инфекции. И инфекции погоняет. Вот на этой телеге везутся детские резинки для волос. Новые. Тут же сланцы.
Хиджры поехали. Такие мощные ребята. Припудрим носики. Такое ощущение, что один из них там борец какой-то по телосложению. С поломанными ушами. Хиджр. Но с хиджрами лучше не связываться. Они добрые, когда ты у них в гостях, дома, на их территории. А в городе они могут атаковать. Так они передвигаются по одному, и с ними связываться считается непристойным. Здесь, в Бангладеше, лучше отдать деньги и отпустить ситуацию. Отдать им деньги. Сколько не жалко. Наконец-то я парикмахерскую увидел. Жена сказала, постригись, хватит ходить обросшим. Only here. Only hair, yes. Я надеюсь, у меня нормально постригят. Окей. Not problem. Все должны в этой жизни зарабатывать. Даже этот дяденька. Бриться я тут не буду, естественно, потому что это опасненько. Ну, хер его знает. Может, опаска все-таки. А постричься нужно. Тем более за 40 рублей. Естественно, я ему дам не 40 рублей, я ему дам больше. Пусть на сегодня я буду его самый лучший клиент. Здесь все, и женщины тоже, вкидывают этот табачок под язык. И если вы заметили, у всех зубы черные. Эта херня разъедает просто зубы. Кайфуют все. А вы будете опаской работать? Нет. Слушай, ну он четко стригет. Многим надо поучиться. Я надеюсь, они лезвие меняют. Слушай, он ножницами окантовку делает. Не машинкой, а ножницами. Опаска. С детства я всегда любил, чтобы мне чесали голову. И он сейчас в конце взял расческу и прям вот так вдавливал прям по всей площади. Чем-то припудривает. Позаушимо, как говорила моя бабушка, родом из Харькова. Еще я помню слово ведмежатку.
Двигаемся дальше. Даю деду пятихатку. Говорю, сдачи не надо, он аж это не понял. Он не попрошайка. Он работает своими руками, поэтому от меня не убудет, а ему поможет. Хотя бы на сегодня. Вчера наблюдал такую картину. Торговый центр, даже не торговый центр, а госпиталь какой-то. И, ступени, большое количество народа. Ребенок спит. Ребенок, ровесник там моего ребенка. И он спит прямо на ступенях, руку откинул вниз, блин, мне так жалко его стало. И всем пофигу, и идут мимо. Просто таких здесь миллионы, блин. И понимаешь, что всем не поможешь. Здесь даже кто-то, оказывается, живет прям среди этого мусора. Внутри такая чистенькая. Здесь крысами воняет. Какой-то позывной. Вот эти пакетики, не знаю, это живут, что ли, люди? Фу, блядь, запах. Hello. Вот она, река любви. Женщины перебирают мусор. Ходим отсюда, здесь какой-то запах, он оседает в легких. Такой же запах был на свалке в Газипуре. Металлы тяжелые, или я не знаю, что это. Прям аж дышать тяжело становится. Это конечная станция. Здесь много велорикш, электрических велорикш и обычных. Потому что здесь есть помещение, где они заряжаются. Установлены быстрые зарядки. Рикшист платит деньги, заряжается и поехал. Very nice, yes. Вот прямо здесь и делается обувь. Дешевого, конечно, качества. Но все это вот в таких цехах изготавливается. Материал, мусор сортируется, измельчается, превращается в сырье, а дальше в цеха. И из мусорного пакета превращается в сланец. Какой-нибудь Рубик. Вот, видите, сланцы везут. Factory area. You want to see this? Вот здесь вот измельчает все, видно. Насчет моют я что-то сомневаюсь, что кто-то здесь моет пластик.
Там что-то продают дешевое. Рис, скорее всего. Райс? Cheap price. Cheap price rice, dal by government. Райс. Рис и чечевица по дешевой цене. Подъезжаем к месту, откуда отходят корабли. Он просто стукнулся. Смотрит, ничего не повредил. Здесь даже собаки в мусоре играют. Тут же вон можно приобрести пряжу для носочков. Нашему водителю нравится бить колесом в этот грузовичок. Made in Taiwan на мешках. По левую сторону типа что-то Food City. Там холодильные камеры, я так понимаю. Очень много манго в ящиках. Тоннами лежит. Здесь видно, покупается оптом на корабли и куда-то плывется вниз по течению. Вот эти фуры полные манго. Финиш? Миллионы тонн манго, фруктов всевозможных. Все куда-то едет. Здесь идут торги. Непонятные торги, что-то апельсинами кидают. Здесь опять манго, питахая. Кто-то по спине палкой получил. Вот этот вот, по-моему. Вот от этого. Палка успокоитель. Там продолжается битва за то, что он посчитал, что мы меньше положенного платили. Но не я договаривался, а договаривался этот пацан, поэтому мое дело маленькое, я даю только деньги. Мне сказали столько дать, вот я столько и даю. Пренеприятная история. Я не могу начать снимать, там уже стенка на стенку, бойня идет. Просто сейчас даже не знаю, подойти туда, отдать деньги, чтобы все это, весь вопрос был разрешен. Но мы заплатили, как он изначально с ним договорился. Он мне сказал цену, я говорю, окей, на, я дал. Сказал бы больше, я дал бы больше. То есть вот этот, за 20 рублей вот эта бойня, она реально не нужна. Я бы, конечно, мешался, я просто не знаю языка, чтобы туда подойти. Боец вернулся из боя. В итоге цена вопроса 100 рублей. То есть изначально он договорился с ним за 100, а когда мы приехали, он ему говорит 200. Ну и все, и пошла жара. Так, нам сейчас нужна аптека. Чем-то помазать, присыпать ему. Обувь продается в корзинах, как яйца.
быстрый перекус, рис, овощи и яйцо в масале и курица. К сожалению, нет такой страны в мире, где не хотят на Е туриста. Нету. В любой стране хотят тебя. Азан. Непонятно, как подойти к лодкам. Мы не туда зашли. Марик. Я чуть не перевернул лодку. Нам нужно сейчас на другую сторону. И там нас ждут чудеса. Когда ты входишь на территорию, там, где стоят лодки, ты сначала за вход платишь, потом уже отдельно водителю каноэ. Нас не пугают большие корабли. Переплыть реку стоит 10 така, 8 рублей на человека. Ну и плюс мы там еще отдали по 16 рублей. Это вход и капитану лодки. Мы почти на том месте, но не на том. Но здесь тоже весело. Внизу вода есть, но мусор, по-моему, как был, так и остался. Никуда его не унесло. Пройдем дальше. Здесь все продается оптом в больших количествах. Здесь более мелкий опт. Поглубже внутрь, более крупный. Эти же ребята там скупают и здесь сидят. Если вы скупаете фурами, то, естественно, вам внутрь. Здесь очень жарко. Несмотря на большое количество вентиляторов, воздух не гуляет здесь. Даже вода не помогла. Тут ее особо и не видно. Я думал, сезон дождей все-таки смоет. Но нет, увы. И столько дождей нет, чтобы смыть все это. Каждый день пополнение. Все очень плотно.
Ну да, мы здесь были. Ничего здесь не изменилось. В принципе. По-моему, еще больше стало мусора. Один прекрасный день. Все это сгорит. Кто-то подожгет. И его реально становится больше. Намного больше. Самое плохое то, что это эти отходы, их только сжигать. Они синтетика. Гнить будут долго. Куда их складировать? Опять же, при сжигании будет выделяться много вредных токсических отходов, пополняя наш воздух. Наверное, все-таки настанет тот момент, когда попросили его заснять. Thank you. Просили снять Ашиделя. Здесь вот я делал фотографии. Как быстро время летит. Наверху слышно, как работают станки. Такие мощные швейные машинки. Джинсы привезли. Пару КАМАЗов. Найс. Была река и нет реки. Интересно ваше мнение услышать. Кто за этим бардаком должен следить? Скорее всего, государство, жесткий контроль. Предприятия текстильные инициативу точно проявлять не будут сами. Им это не нужно, лишний расход. Тут только жесткий контроль государства. Это кошмар, просто кошмар. Господи, там тоже такая же херня. Сзади меня мечеть одна. И, по-моему, вот еще одна мечеть. Блин, ну... Фиг его знает. Возле мечети могли бы хотя бы не сыпать. Это реально кошмар, просто кошмар. ТРСТ, что там впереди? Good? Тут просто вода выходит уже в некоторых местах из берегов. First time in Bangladesh, Russian. First time I cannot speak English. জীবনে প্রথমবার রাশিয়ান দেখলাম আমি। আমি আমেরিকান দেখছি, পর্যন্ত কিন্তু রাশিয়ান। Делаем фото. Уходим отсюда. Активность бешеная. Бывает такое, что реки весной выходят из берегов. А вот прям бабка подошла и выкинула. Здесь
огородили, потому что сыпят без остановки. Через забор неплохо перелетает все равно пакет. Вот вам и другой мир. Мне кажется, если приехать в Бангладеш через 10 лет, ситуация сильно не изменится. Он еще больше будет утопать в грязи, потому что все больше фабрик открывается, дешевая рабочая сила. Дорогим брендам выгодно здесь шиться. Слишком дешево. Плюс не убивают свою экологию. Никому не интересно, что происходит за 5000 километров от них. Личи. How much? 220 така килограмм стоит. Но тут по весу мух больше, чем личи. Кафешка открывается прямо на мусоре. Мусор как фундамент идет. Ну, здесь можно вечером посидеть, чай попить. Что у нас напротив здесь? Напротив или индийский храм или мечеть. Но не пойму я, что такое. Какое-то заведение. Вот здесь реально много мух. Здесь лучше ничего не есть, потому что их кишит. Russia. Всем интересно, с какой страны. Сейчас, похоже, дождик будет. Прости меня, моя помощница по диете. Я реально уже сладкое хочу. Это мой любимый напиток. С кусочками чего-то. Иногда позволить хочется себе. Я не ем шоколад. Видно, мне не хватает глюкозы. Хотя манго очень сладкое. Пацан смотрит на меня и такой думает, 40-летний дядя с камерой разговаривает. И сразу прячется. Начинается сильный дождь. А может и не сильный. Опять дайте денег. Нас не спасает это дерево даже. Я решил время не терять, пока стоим в парикмахерской. Побриться. Новой опаской. Чтобы вы понимали, эта процедура уже повторяется минут 15.
Он просто мажет без остановки. Лоб, похоже, тоже будут брить. Лезвие новое. Какой-то скраб фруктовый. Манго. Целый час скрабом. Я думаю, этот скраб никогда не закончится. Потом этот скраб смывал. Потом дезиком. Я уже почти уснул. И это все стоит 60, нет, 8. Так, 70 рупий. Ой, рупий, така. 60 рублей, 55. Прям свежий вышел оттуда, как огурец. Дождь закончился. И мы движемся в направлении реки. Ну вот она идет, в принципе. Но здесь есть вода. Видите, вот эти вот кувшинки, они же в сухой земле не будут расти. Просто ее очень мало. Я думаю, что это русло было
лет 30 назад намного глубже, чем сейчас. Предлагают сладости. Здесь, наверное, самое большое скопление фабрик. Ну, такие небольшие они, но их много. Даже дерево умерло. Не вытерпело такой нагрузки. Реки вечной любви, реки вечной разлуки. Откуда это полилось? Вот я вижу с крыши. Я хотел фотку сделать. С последнего этажа